Неприметное с первого взгляда село, находящееся близ границы с Сумской областью, в некотором отдалении от основной дороги, скрывает в себе ценное историческое прошлое этих земель. Мы говорим сейчас о населенном пункте под названием Слободка Прилукского района Черниговской области, именуемая в далеком прошлом Слободкой Новицкого. Преодолев около 200 километров, мы наконец достигли цели нашей поездки, а именно старинной святыни, находящейся в селе Слободка. И судя по обилию растительности вокруг церкви, это будет один из самых сложнейших путей для того, чтобы пробраться внутрь святыни. Первые письменные упоминания о селе датируются началом XVIII столетия, а название оно обрело благодаря почетному представителю казацкой старшины, бунчуковому товарищу Якову Новицкому, организовавшему здесь поселение. Согласно данным из открытых источников, в первой половине XIX столетия для прихожан была выстроена деревянная Покровская церковь, которая дожила до нынешнего времени в очень запущенном состоянии. Здание святыни сооружено согласно типовому архитектурному проекту, что имеет определенно общие черты со Свято-Николаевской церковью из села Чепелев Сновского района Черниговской области, обзор которой мы проводили несколькими годами ранее. Ссылку на видео прикреплю в описании. Добравшись до входа в церковь, сквозь обильные заросли растительности первым делом обнаруживается место археологических раскопок прямо в алтарном пространстве святыни. Просторный молельный зал усеян сгнившими обломками обвалившегося купола. Стены сохранили цвет краски и элементы культовой атрибутики. Еще здесь присутствуют надписи, оставленные вандалами, вероятно, местной молодежью, проводившей в руинах церкви свой досуг. На одной из стен я обнаружил рисунок, что схож с символом, именуемым лучезарной дельтой, знаком Святой Троицы. При Советском Союзе в здании церкви хранилось зерно. Гораздо позднее – инвентарь местной школы. В 1990-х годах Покровская церковь некоторое непродолжительное время принимала в своих стенах прихожан, покуда строение не пришло в аварийное состояние. Небезразличные жители Слободки неоднократно обращались в разные государственные инстанции для инициирования процесса по спасению разрушающейся святыни. Однако результата это не принесло, в частности из-за того, что здание церкви не находится на балансе у державы и не является памятником архитектуры. По сути, это глухой угол, ибо бюрократический механизм не станет раскручиваться ради, грубо говоря, бесхозной руины, не обладающей официальной бумажкой о собственной исторической идентичности. Частный реставратор, проявивший интерес к этому вопросу, также дальше слов не продвинулся. И неудивительно, ведь процесс реставрации исторического строения – это довольно сложная и дорогостоящая процедура, нуждающаяся в решении ряда многоуровневых вопросов. Тем временем церковь Покровы Пресвятой Богородицы 1836 года постройки, одна из многих, продолжает рушиться под воздействием стихии, будучи узником канцелярщины. Но так ли радужна была бы ее доля, обладает церковь той самой пресловутой табличкой с надписью «Памятник архитектуры», которая, к примеру, имеется у входа в Троицкую церковь из села Бегач. Написал в главлес, приехали львы, целая комиссия, вызвали медведя и зайца. «Вы медведь?» – спросила комиссия у зайца. «Да, я медведь».
Ответил заяц и показал документы. Действительно, вы медведь. Но ведь я медведь, взревел медведь. А документы ваши? И, посмотрев бумаги, комиссия сказала: о чем вы спорите, гражданин медведь, когда тут ясно сказано, что вы заяц. Вот и все. Вы спросите, где мораль? Какая может быть мораль, когда в комиссии на должности львов были оформлены ослы? О чем речь? Что вы говорите?